Привет, друзья! Привет! Меня зовут Саша. А меня зовут Катя. Мы очень любим путешествовать по России и всему миру. И мы хотим представить наш проект Крис-кросс. Сегодня мы оказались в Нижнем Новгороде. И местные жители покажут нам свои любимые места, спрятанные в загадках, которые мы разгадаем вместе с вами. Кать, Ау, тут нет загадки. ты хорошо поискал. Я не пойду туда больше. Ну, возвращайся. Как же такой крупный речной город, как Нижний Новгород, мог остаться без речного вокзала, который находится за нашими спинами? И именно здесь мы должны получить нашу следующую загадку. Но где она? Ждем. Может быть, она должна Ждем. приплыть как-то, но она приплыла как-то нам с местным жителем. Неожиданно. Я думаю, мы уйдем от этого шума и пойдем прочитаем. Да. Открываю, достаю, зачитываю. Загадка от Виктории Среды. Здравствуйте, Александр и Екатерина. В этой загадке мы предлагаем вам найти один очень интересный дом. Чтобы найти дом, вам будет нужен его адрес. Сначала предлагаем отправиться на поиски номера дома. Прежде всего, вам необходимо узнать, как выглядит Чкаловская лестница. Это знание вам впоследствии пригодится. Особенно обратите внимание на ее форму. Катя, ты знаешь, где находится Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде? Мне кажется, она около Кремля. Но тогда почему мы сидим здесь и не бежим к нему? Уже мчим. Взяв ноги в руки, мы отправляемся стремглав туда. Нельзя отказать себе в удовольствии и не пройтись по прекрасной Рождественской улице, в конце которой нас встречает очень знакомый памятник Минину и Пожарскому. Его точная копия, кстати, находится на Красной площади в Москве. Пара переулков, и вот мы уже вышли на набережную Волги. Хорошо тут, чего нельзя сказать о заброшенной части набережной возле Канавинского моста. Мы прошли почти всю набережную Нижнего Новгорода, полюбовались прекрасной Волгой и дошли до той самой легендарной Чкаловской лестницы. И наша задача была в том определить, какой же номер она образует. Но, к сожалению, отсюда не видно, какой номер, поэтому мы посмотрели карту и убедились, что лестница выполнена в виде цифры 8. И теперь, я думаю, мы можем прочитать дальше наше Да, задание. куда мы в дальнейшем будем следовать. От Чкаловской лестницы доберитесь до площади Минина и Пожарского. На этой площади найдите здание с гербом города. Герб помещен на каждую из стен дома, отчего складывается впечатление, что он идет вокруг дома. Ну и я думаю, нам пора отправляться наверх. Площадь Минина и Пожарского, к сожалению, для нас находится вверху лестницы, поэтому мы сейчас ударно пройдем все эти ступени. Бодренько. А вы Вперед! пойдемте с нами. Чкаловская лестница связывает набережную Волги и Нижегородский Кремль, которая находится на центральной площади города, площади Минина и Пожарского. Во время непростого подъема мы с Сашей вспомнили, что уже видели подобное здание с изображением герба на всех 4 сторонах. Оно как раз таки и расположено недалеко от Чкаловской лестницы. Именно к нему мы и решили сходить. Да-да, это тот самый Дворец труда. Дальнейшим пунктом нашего задания является дом, который изображен на старом снимке, на который указывает нам красная стрелка. Поэтому мы идем на Большую Покровскую улицу и ищем этот дом. Отправляемся. Чтобы отыскать нужное здание, мы вновь обратились за помощью к уже знакомой нам Большой Покровской. Видимо, она раскрыла еще не все свои тайны. Здесь, конечно, много интересных зданий, но, к сожалению, большинство из них скрывает всю свою красоту за рекламными растяжками и вывесками магазинов. Ой, а кто это за нами так пристально наблюдает? Кажется, мы нашли тот самый дом. Посмотрите, вход в здание охраняет хищная птица. По задумке архитектора, это не только украшение,
но еще и оберег и даже фонарь. Мы нашли нужный дом, и Виктория дала нам небольшую историческую справку относительно этого дома, который прочитает сейчас Екатерина. Итак, это здание было построено в стиле модерн в начале 20 века архитектором Вернером по заказу новых владельцев, отцов братьев Розановых, под ресторан и кофейню. Здание также интересно тем, что его интерьер частично сохранился. Здесь указано следующее задание. Нам нужно вычислить, какой номер у этого здания. Саш, ты не знаешь, какой номер? К сожалению, на фасаде не написан номер дома, поэтому я пойду посмотрю соседние дома, чтобы мы вычислили номер нужного нам дома. Скорее, я тебя меня. здесь жду. Уж это задание выглядит совсем просто и не особо энергозатратно. Катя, прости, что заставил тебя немного ждать, но зато я вернулся с победой. Теперь Я не сомневалась в тебе. Теперь я знаю, что это дом номер 12, потому что тот дом номер 10, а это дом номер 14. И я предлагаю пойти в какую-нибудь маленькую, тихую улицу и прочитать, что же нам нужно сделать дальше. Да, туда мы и отправляемся. Небольшое лирическое отступление в виде трамвая, который выезжает за границы ваших экранов. И схватка века. Итак, давайте прочитаем наш дальнейший план наших загадок. Номер этого здания нам понадобится, чтобы высчитать номер бывшего игорного дома, который мы ищем. Ну давай, попробуем. Давай, сложите номер здания, и вы получите первую цифру номера игорного дома. То есть 12, 1 плюс 2, это получается 3. Да, запоминай. Чтобы получить вторую цифру, из числа, которое по форме напоминает Чкаловская лестница, 8. тоже верно, вычтите первую цифру, которую вы только что получили. То есть 8 минус 3 получается 5. И 5. номер дома получается 35. Так, теперь, когда вы знаете номер искомого дома, осталось узнать улицу, на которой он стоит. Бывший игорный дом стоит на той же улице, что и музей, посвященный искусству, которое появилось в 19 веке и в переводе с древнегреческого означает «пишу светом». Саш, мне кажется, что «пишу светом» — это однозначно о фотографии. То есть нам нужно узнать... И почему об этом не догадался я? Ну, потому что я опередила тебя. Значит, нам надо просто найти музей фотографий в Нижнем Новгороде и узнать, на какой же улице находится этот самый музей. Давай, Сашунь, вбивай. Я не думаю, что музей фотографий много в этом. О, Государственный музей фотографий, улица Пискунова. Музей фотографий в Нижнем Новгороде находится на улице Пискунова, дом 9А. Исходя из этого, мы должны идти к дому номер 35 по улице Пискунова, где и найдем нужный нам игорный дом. Опять Дмитровская башня желает нам удачи в пути, а мы уже почти на месте. Очень часто бывает так, что когда сходишь с центральных улиц, находишь настоящие архитектурные жемчужины города, о которых немногие знают, даже из числа местных. Так и с этим игорным домом. Мы нашли этот очень крутой дом, и теперь готовы узнать, что же нам надо здесь делать. Давайте прочитаем. Поздравляем, теперь вы на месте, и вам осталось определить, в форме чего выполнен вход в это здание. Давай подумаем, посмотрим внимательно. Я бы сказал, что в «Хоббите» такие двери были у жителей хоббитов. Но мне кажется, вряд ли. Мне кажется, это подкова, а ты как считаешь? Но вообще, да, здесь очень похоже на подкову. По форме она здесь даже присутствует. Да. И настало время узнать, правильно это или нет. Катя, я с нетерпением хочу узнать ответ. И что же это такое на самом деле? Я думаю, ответ. Поищи его. Я нашел ответ. Давай, открывай скорее, не томи. О, да, тут 2 листочка. Так, давай посмотрим. Давай. Вход по форме напоминает подкову. То есть мы абсолютно правильно решили. На втором листе оказалась небольшая историческая справка. Я думаю, Катя зачитает вам ее с радостью. Конечно. Этот дом построен в начале 20 века. Он носит название игорного дома Троицкого, шахматного дома и тому подобное. Так как по одной из версий владелец дома любил играть в шахматы на деньги и однажды после значительного проигрыша пообещал больше на деньги не играть, несколько лет назад дом перешел из городской собственности в частные руки. Собственник доводит дом до аварийного состояния, чтобы на его месте возвести новый новострой. Печально, да, все это как-то? Прям острый репортаж у нас получился. Просим обратить внимание городскую власть на такой архитектурный памятник.
А Викторию мы благодарим за очень интересный маршрут и за очень много исторических справок, которые мы почерпнули в ходе нашего пути. Прощаемся с вами. Ненадолго. Счастливо! Пока! Привет, друзья! Привет! Мы встретились с человеком, который загадал нам одну из загадок. Это прекрасная Виктория. И хотим узнать у нее несколько вопросов. Виктория, почему вы загадали именно это место? Я очень люблю стиль модерн, и мне хотелось поделиться со зрителями вашей программы своей любовью, показать им один из самых красивых домов в Нижнем Новгороде. Это была одна из причин, почему я выбрала именно шахматный дом в качестве объекта загадки. Вторая причина – это печальные события, которые сейчас развиваются вокруг этого памятника архитектуры. Дом был передан в частные руки, и сейчас он находится, мягко скажем, в аварийном состоянии, он разваливается. И я надеялась, что с помощью этой передачи зрители увидят, как дом красив, он им понравится, и, может быть, что-то сделают для того, чтобы остановить его разрушение. Виктория, ну вы участвуете в нашем проекте не первый раз. Скажите, что заставило вас поучаствовать повторно в этом? Несмотря на то, что, в общем-то, я москвичка, и загадка в Москве была для меня интересна, это заставило меня вообще обратить внимание на то, какие сюрпризы может подготовить любой город. Я была в Нижнем Новгороде, он очень вдохновил меня, и я решила, что было бы интересно загадать что-нибудь и по Нижнему Новгороду, тем более в обоих случаях главными героями оказались здания в стиле модерн. И я решила, опять же, чем больше людей будет знать об этом стиле, тем лучше, потому что он очень красивый, очень вдохновляющий, и я надеюсь, что вам понравились оба дома. Да, Именно так и было. так и было. Мы просто в шоке от того, какое здание в Нижнем Новгороде. Правда, меня это поразило до глубины души. Я думаю, Саша тоже. Вот, спасибо, что остаетесь с нами, что загадываете такие суперские загадки, интересные квесты, что тратите на нас время, и мы очень рады. Спасибо Не вам. переключайтесь. Да, спасибо вам, что придумали такой проект, и продолжайте нас радовать новыми сериями. Спасибо!